Всем привет! Сегодня мы будем готовить восхитительное шоколадное печенье. Для него нам понадобится миндальная мука, кокосовая мука, пара яиц, какао. Ну, а дальше расскажу уже по ходу приготовления этого печенья. Для начала мы с вами смешаем растопленное и охлажденное кокосовое масло. 1 чашка масла у нас идет в этот рецепт. Напомню, что чашка по объему 230-250 мл. Будет самое то. Добавляйте сахар или сахарозаменитель по вашему вкусу. Перемешиваем. Перемешиваем. И когда сахар растворится в вашем масле, вы вбиваете в него яйца. Для этого рецепта нам понадобится 2 яйца. Этот рецепт готовится очень быстро. Съедается печенье еще быстрее. Из того объема теста, который мы сейчас с вами приготовим, у меня готовится обычно 30-32 печенюшки. Они такие легкие, воздушные, нежные. И их полюбили уже и мои коллеги на работе в Montessori School, и директор Евиной школы, и ее учителя, потому что мы периодически на праздники им их готовим. Еще наши итальянские друзья. О, да! Буквально на днях наши итальянские друзья попробовали это печенье и сказали: надо срочно открывать кондитерскую и продавать его, потому что это просто невероятно шедеврально. Они очень легкие, они очень софти, они очень такие мягкие, тают во рту. У меня сразу слюни потекли. Так, перемешали, взбили яйца с маслом и с сахаром. Отлично. И смешиваем муку. 2 чашки, помните, чашка может быть 230-250 мл. 2 чашки миндальной муки, 1/4 чашки кокосовой муки. Можете, в принципе, использовать универсальную безглютеновую, результат примерно такой же. Добавляем пол чашки какао. Какао или кэра, помните, да, у кого нет безглютенового какао. Печенье получается просто шоколадное. Пол чайной ложки соды. Традиционная щепотка соли, которая придает баланс нашему сладкому тесту. Все. Перемешиваем. Так, разомну миндальную муку. Если у вас нет готовой миндальной муки, как у меня, потому что в Америке есть все и даже то, чего не нужно, вы берете миндаль, измельчаете его в блендере. Если у вас блендер не самый мощный, то можете измельчить дополнительно его в кофемолке. Главное, смотрите, чтобы это не превратилось в ореховую пасту. Как только ваш миндаль станет мелким-мелким, легким-легким, таким пудровым, да, все. И в России я именно так и готовила всегда свои рецепты, в которых использовала любую ореховую муку, не обязательно миндальную. Так, все, перемешали нашу муку с какао, содой. И вмешаем нашу масляную смесь в муку. Тесто получится очень-очень густое. Такое маслянисто-влажное. И это отлично, потому что печенье мы с вами будем формировать руками. Вам может показаться, что муки гораздо больше, чем жидких ингредиентов. Это не так. Спокойно просто вымешивайте, и тесто ваше приобретет необходимую консистенцию. Вот оно постепенно увлажняется все. Главное не паниковать и не спешить, а готовить с удовольствием. Да, пока тесто мешаете, включите духовку. Если готовите в Цельсиях, то разогрейте ее до 175 градусов, а если в Фаренгейтах, то до 350. Мне, кстати, тесто напомнило сейчас в сыром виде
как будто по структуре тесто на картошку, на пирожную картошку. Ну, может быть, как-нибудь ее тоже приготовить. Но сразу скажу, что из этого теста пирожная картошка не получится. Даже не пробуйте. Он прямо густой-густой. Даже, ох, мешать тяжело. Мне кажется, самое время мужчину пригласить. Только есть исключить. Так, все, тесто вымесили. Дальше. Видите, как быстро все получается? Простите, я опять пальцы облизываю. Дальше, что мы делаем? Вы можете, в принципе, готовить исключительно шоколадное печенье и ничего с ним больше не делать, а катать шарики и выкладывать его на противень. А можно сделать ту красоту, которую обычно я делаю, особенно когда в гости иду или коллег и директора Евиной школы угощаю. Для этого нам понадобится сахарная пудра или измельченная прямо в пудру кокосовая стружка. И что мы делаем? Мы берем с вами маленький кусочек теста, еще меньше, катаем из него шарик и очень-очень обильно обваливаем или в сахарной пудре, или в измельченной кокосовой стружке. Чтобы получить прекрасный мраморный эффект таких разломов на вашем печенье, очень красивых, которые вы потом увидите, не жалейте и сыпьте свои посыпки побольше. Но можно готовить без этого, можно готовить обычное шоколадное печенье, я его тоже для вас сделаю. Без всяких посыпок. Вот так мы обваляли. Эту бомбу выложили на противень. Следующий шарик. Шарики мы с вами катаем размером 2,5 сантиметра где-то и выкладываем на противень, на пергамент, на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Очень хорошо к этому процессу детей подключать, потому что тесто катается легко, обваливать его в кокосовой стружке или в сахарной пудре очень даже интересно. И самое важное, пекутся они очень быстро. Вот мы сейчас их с вами на противень выложим, а в духовку они у нас уходят на 80 минут, ну на 10 минут. Я вам гарантирую, что вкуснее шоколадного печенья вы в жизни точно не ели. Сейчас делаю 6 штук в посыпке, а 6 штук просто шоколадных. Если без посыпки, то это происходит еще быстрее. Смотрите, 1, 2, 3, и все готово. Все как я люблю. Очень-очень быстро. Мне кажется, вообще пользователи Ютуба соскучились по этой болтливой, безглютеновой женщине, которая их периодически раздражает и вызывает ненависть. Да? Кому-то мне нравится, что я много говорю. Но, к сожалению, вот я болтушка, и меньше говорить я не могу. А тем временем... Кончалась шарлотка. Первая партия печенья готова, и мы отправляем ее на 10 минут в разогретую духовку. Десять минут прошло, печенье наше готово. Достаем его из духовки. Вау, вот они, эти разломы, про которые я вам говорила. Но для них нужно как следует кокосовой стружкой или сахарной пудрой их посыпать и обвалять. Ну, точно такие же очаровательные, смотрите, разломы на обычном шоколадном печенье. Безглютеновое шоколадное печенье готово. Приятного аппетита! А сейчас самое время посмотреть рецепт яблочной шарлотки или веганского песочного печенья.